Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую очаровательную малышку салфетку по описанию Патрисии Кристоферсон. Давно не вязали с вами такие салфеточки. Я думаю, вы уже соскучились по ним и с удовольствием присоединитесь и свяжете вместе со мной такую малышку. Размер ее у меня получился 11,5 сантиметров. Я ее не блокировала. Конечно же, после блокировки она немножечко увеличится в размере. Но я почему-то решила в этот раз не делать блокировку. Она такая рельефная, какая-то живая. Буду использовать ее для декора фотографий. Ну и как-то нравится, она какая-то уютненькая получилась. Оставлю ее вот в таком объемном рельефном виде, фактурном. Посмотрите на нее поближе. Много интересных элементов. Рельефные столбики с 3 накидами, рельефные столбики с 1 накидом, кластеры, сплиты также объемные. Схема состоит из 14 рядов. Вязать ее очень просто, быстро. Справится даже начинающий вязальщик. В этом видео мы с вами все подробно разберем. Много других салфеток малышек вы можете найти в плейлисте на моем канале. Он так и называется, салфетки малышки. Ссылку на этот плейлист я оставлю в описании под этим видео. Можете перейти и найти и другие маленькие салфеточки. Ну, давайте приступим к работе. Итак, вязать сегодня я буду из ниток Анна 16 от Сиам. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок. В 100 граммах 530 метров. Крючок буду использовать 1,5 миллиметра. Делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем в кольцо в первую воздушную петлю при помощи соединительного столбика и вяжем первый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Накид и в колечко провязываем 4 столбика с накидом. Хвостик мы сразу обвязываем, чтобы потом нам не тратить время и не прятать кончики. 1, 2 столбик с накидом, 3 и 4. Так. Итого 5 столбиков, считая первые 3 воздушные петли подъема. Вот так их сдвигаем сразу, поплотнее укладываем, чтобы все столбики у нас поместились. На последний 5 столбик повесим маркер, отметим его для дальнейшей работы в последующих рядах. Так. И продолжаем в колечко провязывать еще столбики с накидом. Нам нужно сделать 19 столбиков, и всего в первом ряду у нас получится 24 столбика с накидом. Давайте провяжем их самостоятельно и встретимся. Провязали последний 24 столбик с накидом, и теперь делаем соединительную петлю в 3 воздушную петлю подъема, в вершину начального столбика с накидом. Соединили. Первый ряд у нас готов. Хвостик можно отрезать, чтобы он нас не отвлекал. Так. Мы его обвязали, и никуда он не денется. Вяжем второй ряд. Воздушная петля подъема, и в этот же столбик, куда мы делали соединение, провязываем столбик без накида. Так.
Выполнили начальный столбик без накида. Далее 2 воздушные петли, арочка, 1, 2. Пропускаем второй столбик, в третий вяжем столбик без накида. 2 воздушные, 1, 2. Пропускаем столбик, в следующий столбик без накида. 2 воздушные, пропускаем в следующий столбик без накида. Так, вяжем по рисунку самостоятельно, встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последние 2 воздушные петли, арку, пропускаем столбик и в начальный столбик без накида делаем соединительную петлю. Второй ряд у нас готов. У нас получилось 12 арок из 2 воздушных петель и 12 столбиков без накида. Вяжем третий ряд. Делаем соединительную петлю в следующую арку, 1 воздушная петля подъема, и в эту же арку провязываем начальный столбик без накида. Далее делаем 3 накида и вокруг отмеченного маркером столбика, вот столбик у нас, заводим крючок спереди, вот так. Провязываем рельефный столбик с 3 накидами, поплотнее укладываем накиды на крючке, чтобы столбики у нас были все одинаковые, и закрываем попарно все петли на крючке. Так. Провязали рельефный столбик с 3 накидами. Далее в эту же арку, куда мы провязали начальный столбик без накида, позади провязанного рельефного столбика вяжем еще 1 столбик без накида. В эту же арку. И в следующую арку столбик без накида. Снова делаем 3 накида. Пропускаем столбик с накидом первого ряда и вокруг следующего заводим крючок. Провязываем рельефный лицевой столбик с 3 накидами. Уложили накиды и закрываем попарно петли. Провязали рельефный столбик и в ту же арку, куда провязывали последний столбик без накида, вяжем еще 1 столбик без накида. И в следующую арку столбик без накида. Делаем 3 накида, пропускаем столбик и вокруг следующего столбика с накидом первого ряда вяжем рельефный лицевой столбик с 3 накидами. И в ту же арку, куда провязывали последний столбик без накида, вяжем еще 1 второй столбик без накида. И в следующую арку столбик без накида. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Подошли к концу ряда, провязали последний столбик без накида в арку и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. Третий ряд у нас готов. У нас 12 рельефных столбиков и 24 столбика без накида. Вяжем 4 ряд, 1 воздушная петля подъема, и в этот столбик, куда мы делали соединение, провязываем начальный столбик без накида. В следующий столбик, он у нас рельефный, провязываем 2 столбика. Здесь у нас прибавочка без накида, первый и сюда же второй. В следующие 2 столбика без накида по столбику без накида. 1, следующий 2. Далее у нас рельефный столбик, в него провязываем 2 столбика, прибавочка. В следующие 2 по 1 столбику без накида. В следующий прибавочка 2 столбика. Так вяжем по кругу. Итак, подходим к концу ряда, провязали последний столбик без накида и делаем соединительную петлю в вершину
начального столбика без накида, но за заднюю дольку. Вот у нас петля состоит из 2 половинок. Вставляем крючок под заднюю стеночку. Так. 4-й ряд у нас готов. Вяжем 5-й ряд. Воздушная петля подъема, и в этот же столбик также за заднюю стенку провязываем начальный столбик без накида. В следующий столбик также за заднюю стеночку вставляем крючок, столбик без накида, и в каждый столбик 4-го ряда провязываем по столбику без накида, но только за заднюю дольку. И у нас также получится 48 столбиков без накида. В конце ряда делаем соединительную петлю в вершину начального столбика без накида за обе половинки. Все вяжем самостоятельно и встречаемся. Впереди у нас остается вот такая косичка из свободных долек. Итак, 5-й ряд у нас готов. Вяжем 6-й ряд. 1 воздушная петля подъема, и в этот же столбик, куда мы делали соединение, провязываем начальный столбик без накида. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, пропускаем столбик в следующий столбик без накида. 2 воздушные, 1, 2, арка, пропускаем в следующий столбик без накида. 2 воздушные, пропускаем в следующий столбик без накида. Так, вяжем по рисунку. У нас получится 24 арки из 2 воздушных петель. В конце ряда делаем соединительную петлю в вершину начального столбика без накида. Ну вот, провязали 6-й ряд. У нас получилось 24 арки. Я рекомендую на этом этапе их пересчитать. Мало ли где ошиблись, может быть. Так, вяжем 7-й ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку. 2 воздушные петли, накид. В эту же арку провязываем столбик с накидом, но не до конца. Закрыли накид, 2 петли на крючке. Накид. Сюда же вставляем крючок в эту арку и провязываем еще 1 столбик с накидом, но не до конца. 3 петли на крючке. Закрываем. Выполнили начальный кластер из 3 столбиков с накидом. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. В следующую арку из 2 воздушных провязываем столбик без накида. Так. Снова 3 воздушные, 1, 2, 3, накид. В следующую арку из 2 воздушных провязываем кластер из 3 столбиков с накидом. Закрыли накид, накид, вяжем 2 столбик с накидом не до конца в эту же арку, накид и 3 столбик с накидом сюда же. 4 петли на крючке, закрываем. Провязали кластер из 3 столбиков с накидом. И снова 3 воздушные, столбик без накида в следующую арку, 3 воздушные, в следующую арку вяжем кластер из 3 столбиков с накидом. 2 не до конца, 3 столбик не до конца, закрываем. И снова 3 воздушные, столбик без накида. Все, продолжаем вязать по рисунку. Итак, подходим к концу ряда, провязали последние 3 воздушные петли и теперь делаем соединительный столбик в вершину начального кластера. Соединили. 7-й ряд у нас готов. Посмотрите, какая красота получается. Вяжем 8-й ряд. В следующую арку из 3 воздушных делаем соединительный столбик, 1 воздушная петля подъема, и в эту арку провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5.
И в следующие 2 арки по 2 столбика без накида. 1, 2. Перескакиваем через кластер и в следующую арку также 2 столбика без накида. 1, 2. Снова 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В следующие 2 арки по 2 столбика без накида. 1, 2. Кластер пропускаем в следующую арку. 1, 2. 5 воздушных. Так, вяжем по рисунку, подходим к концу ряда и делаем соединительный столбик в начальный столбик без накида. Итак, 8 ряд у нас готов. Сделали соединение в начальный столбик без накида. И у нас получилось 12 арок из 5 воздушных и 48 столбиков без накида. Вяжем 9 ряд. 1 воздушная петля подъема, и в этот столбик, куда мы делали соединение, вяжем начальный столбик без накида. И в следующий столбик без накида. Подходим к арке из 5 воздушных, в нее провязываем столбик без накида, первый, 2 воздушные петли, в эту же арку второй столбик без накида, 2 воздушные петли, арочка, третий столбик без накида сюда же в эту арку, 2 воздушные петли, это третья арка из 2 воздушных, и сюда же в эту арку вяжем 4-й столбик без накида. Вот так, на одной арке у нас гребешок, 3 арочки из 2 воздушных. Теперь следующие 4 столбика по 1 столбику без накида. Четыре. Провязали. Подошли снова к арке и также в нее вяжем первый столбик, 2 воздушные, второй столбик без накида, 2 воздушные, арочка, третий столбик, 2 воздушные, это третья арка, и 4-й столбик без накида сюда же. Вот. Еще 3 арки провязали, и в следующие 4 столбика по столбику без накида. Готово. В следующую арку также вяжем такую же комбинацию столбиков. Продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю арку из 2 воздушных, столбик без накида в арку из 5 воздушных, в следующие 2 столбика без накида по столбику без накида и соединяем вершину начального столбика без накида с соединительной петлей. 9 ряд у нас готов. У нас получилось 36 арок из 2 воздушных петель и 96 столбиков без накида. Вяжем 10 ряд, делаем соединительную петлю в следующий столбик, в следующий столбик, также соединительный столбик, и в арку из 2 воздушных. Соединительная петля. Вот, перешли к арочке, к первой на группе из 3. Теперь вяжем начальный кластер из 3 столбиков с накидом. 2 воздушные петли, накид, в эту арку столбик с накидом не до конца, накид, и еще 1 столбик с накидом сюда же в эту арку не до конца, 3 петли закрываем. Вот, начальный кластер из 3 столбиков с накидом. Далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида в центральную арочку из 2 воздушных в следующую. Пять воздушных, 1, 2, 3, 4,
5. Теперь кластер из 3 столбиков с одним накидом в следующую арку, в третью. Накид. Пропускаем вот эти столбики без накида. И в следующую арку, вот следующая группа у нас из 3 арочек, вот в первую арку также вяжем кластер из 3 столбиков с накидом. Первый столбик не до конца, сюда же в эту арку второй столбик не до конца и третий столбик с накидом не до конца. 4 петли закрываем. Снова 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В среднюю, в центральную арку столбик без накида, 5 воздушных, 4, 5, накид. И в следующие 2 арки, здесь третья и здесь первая, провязываем по кластеру из 3 столбиков с одним накидом. Кластер — это сложный столбик, состоит из нескольких столбиков с общей вершиной. В данном случае у нас 3 столбика. Накид, пропускаем 6 столбиков без накида и в первую арку на следующей группе из 3 арок провязываем также кластер из 3 столбиков с накидом. Снова 5 воздушных. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Итак, подходим к концу ряда. Провязали последний кластер в третью арочку из 2 воздушных. И теперь делаем соединительный столбик в вершину начального кластера. Вот так. 10-й ряд у нас готов. У нас получилось 24 кластера и 24 арки из 5 воздушных. Вяжем 11 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку из 5 воздушных. 1 воздушная петля подъема. И в эту арку провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Вот так, обвязали арочку. Далее 4 воздушные петли. 2, 3, 4. В следующую арку 3 столбика без накида. Далее в промежуток между 2 кластеров вставляем крючок прям между 2 кластеров, так под низ. Провязываем столбик без накида. И в следующую арку из 5 воздушных также 3 столбика без накида. Обвязываем арку. 4 воздушные. В следующую арку из 5 воздушных провязываем 3 столбика без накида. Теперь столбик без накида между 2 кластеров. И в следующую арку из 5 воздушных также вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Снова 4 воздушные. 3, 4. В следующую арку 3 столбика без накида. Теперь между кластеров столбик без накида. И в следующую арку 3 столбика без накида. 4 воздушные. Все, продолжаем вязать по рисунку. Подходим к концу ряда. Провязали последний столбик между 2 кластеров и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. 11 ряд у нас готов. У нас получилось 12 арок из 4 воздушных петель и 84 столбика без накида. Вяжем 12 ряд. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида в этот же столбик, куда делали соединение, и в следующие 2.
Так, подошли к арочке из 4 воздушных, в нее провязываем 5 столбиков. Без накида обвязываем арку. 2, 3, 4, 5. В следующие 7 столбиков по одному столбику без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Подошли к арке, снова в нее вяжем 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. Далее снова 7 столбиков. Все провязываем по кругу, по рисунку и встречаемся. Итак, подходим к концу ряда. Провязали 5 столбиков в арку. Теперь следующие 4 столбика по столбику без накида. 2, 3, 4 и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. 12 ряд у нас готов. У нас всего 144 столбика без накида. Вяжем 13 ряд, 1 воздушная петля подъема, столбик без накида в этот же столбик, выполнили начальный столбик без накида, и в следующие 5 по столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Далее делаем 2 накида, и сейчас нам нужно провязать сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Вот у нас арка из 5 воздушных, и вокруг нее вот 2 арочки, это из 4, вот эти из 5. Вот вставляем крючок под первую арку, вот с правой стороны. Сейчас поподробнее рассмотрим. Закрываем 2 накида, 2 петли на крючке. Снова делаем 2 накида, вот следующая арочка, вставляем крючок под следующую. Я прям сверху вниз вот так вставляю, чтобы не мучиться там, не выкручивать. Закрыли 2 накида, 3 петли на крючке, закрываем. Вот такой у нас сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Давайте подробнее рассмотрим. Вот у нас 2 арки, первая и вторая. Первую ножку провязываем вокруг вот этой первой арочки, вторая ножка сплита вокруг второй арочки. Так, провязали сплит. Еще подробно рассмотрим на следующем раппорте. Так, теперь в тот же столбик, куда мы вязали последний столбик без накида, вяжем еще 1 столбик без накида. И в следующие 5 по столбику без накида. Провязали. Далее накид. Теперь вставляем крючок. Вот у нас столбик без накида, который мы провязывали между 2 кластеров. Вот за передние дольки под 2 ниточки вставляем крючок. Вот 2 передние ниточки этого столбика. И провязываем рельефный лицевой столбик с 1 накидом. Вот так. Теперь в следующие 6 столбиков провязываем по столбику без накида. Доходим до среднего. Вот у нас группа из 5. Вот останавливаемся на 3 столбике. 2, 3, 4, 5, 6,
Да, это средний столбик. И снова вяжем сплит. Первая ножка вокруг первой арки, заводим крючок, столбик с 2 накидами не до конца, 2 накида, заводим крючок под следующую арку и провязываем вторую ножку сплита. 3 петли, закрываем. Столбик без накидов, тот же столбик, куда вязали последний столбик без накида, и в следующие 5 столбиков. Провязали. Накид, вставляем крючок под 2 ниточки столбика без накида, которые провязывали между 2 кластеров, и провязываем столбик с накидом рельефный лицевой. И в следующие 6 столбиков вяжем по столбику без накида. Далее идет снова у нас сплит. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся. Итак, подходим к концу ряда, провязали последний рельефный лицевой столбик с 1 накидом и делаем соединительную петлю в вершину начального столбика. Не помню, сказала я или нет, что мы пропускаем столбик без накида вот под этими рельефными столбиками на внутренних уголочках. Вот. Между сплитом и столбиком с накидом у нас по 6 столбиков, и здесь вот на внутреннем уголочке мы пропускаем столбик. Ну, тут по рисунку по-другому и не получится. Так, 13 ряд у нас готов. У нас 12 сплитов, 12 рельефных столбиков. Вяжем 14 ряд. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида в этот же столбик, и в следующие 5 столбиков по столбику без накида. Итого провязали 6 столбиков. Так, теперь у нас сплит, в него мы провязываем 2 столбика без накида. 14 ряд у нас последний ряд. Все, наша салфеточка будет готова. Теперь в следующие 6 столбиков по 1, 2, 3, 4, 5, 6. Рельефный столбик мы пропускаем, и в следующие 6 снова вяжем по 1 столбику без накида. Здесь у нас легкая обвязка такая. 3, 4, 5, 6. Подошли к сплиту, в его вершину делаем прибавку 2 столбика без накида, и снова вяжем 6 столбиков, рельефный пропускаем, и снова 6 столбиков. В сплит делаем прибавку 2 столбика. Все, продолжаем вязать по кругу, подходим к концу ряда и делаем соединительную петлю в вершину начального столбика без накида. Довязываем самостоятельно. Ну вот, подошли к концу ряда, провязали последние 6 столбиков, соединяем вершину начального столбика соединительной петлей, делаем закрепку и ниточку отрезаем. Так, сейчас я возьму крючок потоньше и спрячу сразу хвостик. Так, сейчас нам нужно салфеточку или отпарить, или поставить на блокировку, кому как больше нравится. Можно просто постирать ее и
высушить в расправленном состоянии. Это кому какой больше метод подходит. Вот такая красавица у нас с вами получилась. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!